Самая простая функция в макросе – шов или расшивка. С ее помощью обычно добавляют на деталь вектор, имитирующий сборный фасад. Также в эту функцию я добавил и другие простые элементы оформления фасадов. Для выбора варианта нужно щелкнуть по окну картинки и выбрать нужный вариант. В каждом варианте свои настройки, назначение которых можно увидеть в всплывающей подсказке. На картинке оранжевым цветом показано, что примерно будет рисовать макрос. Одной картинкой не всегда можно показать все возможности выбранного варианта, поэтому я прокомментирую каждый из них. В первом варианте макрос создает прямые отрезки в углах. Настраиваем координаты начальной точки и конечной точки для верхнего левого угла. В остальных углах отрезки будут нарисованы симметрично. Координаты задаются относительно верхнего левого угла детали. Например, для начальной точки укажем 0, 0, для конечной точки укажем 60, 60. Получим векторы под углом 45 градусов. Если вектор нужно сделать вертикальным, то начальную точку сдвигаем по оси X. Функция имеет 9 страниц настроек, на каждой из которых можно настроить любой вариант вектора. Допустим, есть фасад со ступенькой, и нам нужно сделать расшивку из угла детали до конца ступеньки. Один вектор фрезеровать не получится, так как нужна разная глубина. Поэтому на первой странице настроим отрезок для верхней части фасада, на второй странице настроим отрезок для ступеньки. На каждой странице настроек можно задать слой, на котором макрос будет рисовать векторы. Поэтому в шаблоне траекторий можно будет применить фрезы на разной глубине. Второй вариант позволяет добавить векторы параллельно каждой стороне детали в любом сочетании. Если смещение 0, соответствующий вектор создаваться не будет. Для всех четырех векторов можно задать только один общий слой. Поэтому если нужно фрезеровать эти векторы на разной глубине, то можно по отдельности их настроить на разных страницах. И это позволит задать разные слои. Третий и четвертый вариант позволяют создать векторы вдоль противоположных сторон, в том числе с нулевым смещением по краю детали. Пятый вариант рисует расшивку винтом по часовой стрелке. Вектор создается всегда от края детали, поэтому вместо смещения от начальной точки нам нужно указать высоту и ширину противоположных элементов.
шестом варианте можно настроить контур с арками со всех сторон. Настройки задаются раздельно для вертикальных и горизонтальных арок. Можно задать высоту арки, коррекцию формы и отступ от угла детали. Если высоту арки сделать нулевой, то соответствующие стороны будут просто прямыми линиями. Используя отрицательные или положительные настройки, можно получить арки внутрь или наружу с отступом от края детали внутрь или наружу. Этот простой вариант можно использовать как обводку вокруг основной фрезеровки, можно использовать как форму для выборки или выреза, можно сместить контур наружу от края детали и обработать кромку фрезой. Получится интересный обкат. Так сделано в пресете F22. Здесь просто прошла конусная фреза на одной и той же глубине вдоль вектора, имеющего форму арки. Седьмой вариант сделан для обработки по средней линии. Можно использовать конусные или сферические фрезы. Расшивка получается в виде треугольника с изменяющейся глубиной. Здесь нужно задать начальную и конечную точки. При такой обработке глубина фрезы ограничивается векторами, между которыми проходит эта фреза. Поэтому вы можете раздвинуть начальную либо конечную точки в зависимости от направления треугольника. Допустим, у нас есть фасад с одной ступенькой глубиной 4 мм. Расшивку сделаем конусной фрезой с углом 90 градусов. Чтобы эта фреза опустилась на глубину 4 мм в конечной точке, нужно раздвинуть конечную точку на 8 мм. Укажем это в настройках. Чем больше размер поля, тем острее угол схождения в треугольнике, и это проблема. После шлифовки и затяжки пленкой расшивка ближе к краю станет еле заметной в виде царапины. С этой проблемой можно бороться несколькими способами. Можно координаты начальной точки указать с минусом и вынести начало треугольника за пределы фасада. Тогда фреза через угол пройдет глубже. Чем дальше вынесем начальную точку, тем шире будет зазор между векторами в углу, тем глубже пройдет фреза. Недостатком такого способа является то, что треугольники будут пересекаться на соседних фасадах, и это приведет к неправильной работе нестинга. Часть векторов может не попасть в область выделения фасада. Второй способ. Вортками в траектории обработки задать начальный припуск, например, 1 мм, и тогда по факту фреза пройдет на 1 мм глубже. Но тогда и конечную точку нужно раздвинуть меньше на 2 мм для конусной фрезы с углом 90 градусов. Этот способ работает, но неудобен в расчетах. Если взять фрезу с углом 60 градусов, то чтобы она опустилась на глубину 4 мм, нужно раздвинуть векторы в конечной точке на 4,618 мм. Это можно рассчитать в каркасном калькуляторе. Чтобы для этой фрезы компенсировать припуск 1 мм, нужно от этой величины отнять 1,154 мм. Работать с такими числами неудобно, хотя, конечно, пресет мы настраиваем только один раз и далее используем, не вникая в настройки. И третий способ: мы можем раздвинуть векторы в начальной точке на пару миллиметров.
Прошивка не дойдет до края фасада, так как гравировка идет внутрь контура. Но так как на таких фрезеровках делается обработка кромок, то этот недостаток вообще не будет заметен. В 8-м варианте добавлен прямоугольный контур, поэтому можно настроить гравировку по средней линии и контура, и расшивки в одной траектории. Все настройки рассчитываются аналогично 7-му варианту. Чаще всего используется вертикальная расшивка, которая выходит из углов прямоугольного контура. Этот контур обычно канавка вокруг основного вектора. При этом станок делает много холостых движений и увеличивается время фрезеровки фасада. В этом случае лучше не делать смещение наружу для канавки, а использовать расшивку номер 9. Если указать минимальную ширину пика, например 0,1, то на фрезеровке это не будет заметно, а фреза в одном месте войдет, пройдет по замкнутому контуру и в этом же месте выйдет. Настройки по умолчанию я указал те, которые чаще всего используются. Поэтому можете выбрать вариант и посмотреть, что он рисует. А затем уже пробовать менять настройки и смотреть, что получается.